Всем привет! 10 июля 2022 года, Минская область, Пуховический район. Давайте посмотрим, так постараюсь коротенькое видео сделать, посмотрим, как опылился виноград в этом году. На сегодняшний момент, вот Каталония, это я уже даже лишние грозди поудалял. Оставил по одной на побег. Я считаю, опыление прошло очень даже неплохо. Самбо тоже вполне неплохо. Дала не маленькие грозди, обычно очень-очень меленькие гроздочки, но в этот раз такие более-менее дала. Посмотрим, что будет. Рядом висит у меня Лора. Смотрите, какие дала. Красавцы. Ох, тут рыхлая, хорошая гроздь. Потому что Лора, я слышал, очень плотная может быть. Я считаю, вот это вообще оптимальный вариант для опыления. Очень хорошо, мне нравится. Кишмиш 342. Ну, кишмиш, он всегда хорошо опыляется, с ним проблем и вопросов никогда не было. Рядом у меня кишмиш Юпитер. В принципе, я уже на той неделе даже его показывал. Оставил по 2 грозди на побег. Пока еще, вообще, в принципе, пока не нормировал побегами. Пока только смотрю, что как опылилось. Мускат Блау. Ну вот, такие дал гроздочки. Элегант всегда кривенько опыляется, но потом сформируются грозди и будут довольно крупные ягодки, конечно, на нем. Прима Украины, первое плодоношение, 4-й год. Вот такие вот бедненькие гроздочки дал. Ну, по первому разу, может, и неплохо. Женский цветок. Рядом опылить или нет, потому что все молодые кусты я вручную допылял. Ну, в общем, посмотрим, что из этого выйдет. Ягоды тоже должны быть крупные. Короче, это первый урожай. Этот сорт у меня недавно, поэтому, ну, понаблюдаем. Ягодки интересные, такие как тыковка. NC Seedless тоже сигналки. 2 штучки. Маленькая и чуть-чуть побольше. Но у него такой приятный клубничный вкус. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, по листу вроде оно похоже. И сигналки дала отрада. Тоже на 4-й год. Вот там гроздочка покрупнее чуть-чуть. Ну, посмотрим, что за оно. Вроде бы с мускатиком должно быть. Но довольно мощно растет. Очень мощно. Но первое плодоношение. Пока не плодоносил. Захваленная мной Надежда ранее. Опыление, в принципе, неплохо прошло. Вот есть такие неплохие гроздочки. Горох тоже присутствует. И его, кстати, немало. Вот это вот самая ужасная гроздь, кстати. Смотрите, какая рапира. В общем, здесь вообще все осыпалось. Здесь более-менее. Короче, такой весь хвост был в цветах. Все осыпалось. Еще не нормировал. Пускай пока еще, наверное, недельку понаблюдаю, посмотрю. И буду проводить нормировку гроздями. Пока, наверное, ну, для этого точно рановато. Алешенькин пока еще сидит на моем участке. Я привил, но там ничего не пошло. В общем, пока еще посидит, видимо. Вот такое опыление. Гороха не очень много, кстати. Более-менее очень хорошо опылился, я считаю. Еще осыпается пока. Ну, для Алешки, в принципе, это даже очень неплохо. Вот, смотрите, какие красавцы. Вот, гроздочка к гроздочке. 2 на побег, потом выберу одну. Вот дубовский розовый, вообще капец, конечно. Смотрите, что с него осталось. В общем, я в прошлый раз уже видел, что сыпется конкретно. Но кое-что осталось. Кое-что есть. Вот это неплохая гроздь, кстати. Вот неплохая относительно. Есть лысые, есть более-менее. Ну, в общем, ягоды у него крупные. Я думаю, что-то с него сформируется. Вот. В общем, этот год я наблюдаю. Если он опять будет трескаться, ну, пойдет под топор. Вот здесь вообще красивенькая гроздь. Достаточно выполненная для дубовского. Ну, понаблюдаем. Так, моя любимица Аркадия. Вон, смотрите, она уже отцвела. И вот местами еще даже цветочки есть. В общем, у нее такой процесс. Еще там пестики, тычинки видны, а уже ягоды, смотрите, как вымахали. Обычно она как-то помедленнее росла. Ну, в общем, у нее... Вон, тут вообще капец еще цветет. Здесь уже отцвело. Но у Аркадии проблем с гроздями никогда нет. Ягоды всегда, грозди выполненные, ягоды всегда хорошие. С опылением у Аркадии никогда проблем нет. Ну, в общем, это самый у меня такой по цветению всегда самый последний отстающий. Ну, это из года в год такая сортовая особенность.
Не ждал я, когда Аркадия полностью уже доопылится. Тут буквально несколько соцветий осталось. В общем, вчера я сделал обработку после цветения, потому что ждать просто не было возможности. Точнее, даже не вчера, а позавчера, потому что обещали дожди. В общем, я быстренько все это обработал. Ну, все, дождей не было. Это, в принципе, хорошо. А теперь пускай заливают. И сделал подкормочку. Сделал настой травы. В общем, под корень подкормил без фанатизма. Слишком азота много не даю, побаиваюсь. Потому что с вызреванием лозы в условиях Беларуси полная засада. Ну вот кустик Нельсона. Вот такой он масенький. Ему только 2-й годик. Смотрите, что он учудил. Вот такой соцветие. Я его оставил по приколу, посмотрим. Если там 2 ягодки будет, уже хорошо. Просто на пробу. В принципе, он его вытянет, ничего страшного. Ну, засигналил. Довольно мощный такой кустик, я скажу. Но один побежек поскромнее на 2-й проволоке. 2-й до последней. Рядом дынька. Ну, дынька более-менее на 4 с минусом, я считаю, идет. Лист, кстати, желтоватый, я не понимаю, или это сортовой у него. На хлороз не похоже, потому что дождей у нас особо не было, и я не заливал. Пишите в комментариях, у кого есть дынька, такой ли у него лист должен быть. Потому что странно. Повторюсь, дождей не было. Все нормальные зеленые стоят вообще без проблем. Вот только у этого куста почему-то такой странный цвет. В общем, коронки загнутые, листик идет все хорошо, рост идет хорошо, но меня немножко просто смущает сам цвет. Почему он такой? Ну, вот, смотрите. Побеги растут отлично, макушки уже все щипанные, перещипанные, пасынки удалены. В общем, процесс идет неплохо. Отставание все-таки есть. Я даже смотрел блогеров с центральной Украины. У них тоже идет серьезное отставание. Размеры не намного больше наших. Ну, у нас разница всегда, конечно, была. Мы же все-таки север. Но у них тоже идет отставание. Единственное, что у нас все-таки, как ни крути, а в 20-х числах сентября обычно все-таки заморозки приходят. Поэтому нам в этом плане сложнее. Ну, в общем, все. Пишите, как у вас прошло цветение, опыление. Довольны ли вы результатом? Пишите в комментариях. Все, как всегда, вам всем хороших урожаев. Всем пока.